Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня вместе с вами поговорим о 12 июня, поговорим о народных приметах, почему сегодня нельзя разжигать огонь, костры, с чем это связано, а также что можно и что нельзя делать в этот день. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете много полезной, важной и, что немаловажно, нужной информации для вас. Итак, друзья, сегодня 12 июня христиане почитают Исаакия Далматского, который боролся за права верующих при правлении императора Валента. И в годы царствования императора Валента начались преследования православных, закрывали и разрушали храмы. И, узнав о преподобный Исаакий покинул пустыню и пришел в Константинополь для того, чтобы утешать и укреплять веру православных. А вот рассерженный император приказал бросить его в глубокий овраг, поросший колючим терновником. На дне оврага было болото. Выйти из него было просто невозможно. Но преподобный с помощью Божьей помощи остался жив. Вышел, догнал императора и сказал: «Ты хотел погубить меня, но святые ангелы вывели меня из пропасти. Послушай меня, открой храмы православным и победишь врагов своих. Если же не послушаешь меня, то не возвратишься живым, но погибнешь в огне». Император удивился смелости старца и приказал своим приближенным взять преподобного и держать в заключении до его возвращения. Вскоре сбылось пророчество святого. Готы победили и начали преследовать греческие войска. Император вместе со своим военачальником Арианином укрылись в сарае с соломой и были сожжены наступавшими. После известия о гибели императора преподобного Исаакия освободили и стали почитать как пророка Божия. На территории Руси с давних времен 12 июня почитают как змеиный праздник. Считалось, что именно в этот день змеи проявляют наибольшую активность, поскольку выползают из своих укрытий. Люди старались быть очень осторожными в этот день и не ходить в поле и в лес, чтобы не стать жертвой агрессивных гадюк. Также в этот день, 12 июня, на Руси проводили защитные обряды от змей. Перед входом в жилище разбрасывали лепестки пионов. Еще 12 июня если вам 12 июня удалось найти сброшенную змеей кожу, то ее приносили домой и помещали под порог, чтобы в доме царило согласие и лад. Считалось, что в змеиный день ведьмами и колдунами было особенно плохо, поэтому они пытались как можно большему числу людей навредить, и это помогает им передать свои болезни другим. Для защиты народные целители рекомендуют в этот день окроплять все углы в доме водой, освященной в храме на крещение, молиться и не помышлять зла против других. Что же нельзя сегодня делать в день Исаакия 12 июня? Играть с огнем, разводить костер, брать в руки острые и другие опасные предметы. Этот день считается неблагоприятным, поскольку его покровителю, святому Исааку, пришлось пережить немало бед, связанных с огнем и пытками. Поэтому сегодня увеличивается риск пораниться, обжечься и нанести себе другие увечья и вред. Так что лишний раз перестрахуйтесь и подумайте о своей безопасности. Также в этот день нельзя отказывать в помощи. Если речь идет о ваших родных, близких или друзьях, постарайтесь помочь им, если они, конечно, вас об этом просят. И свою карму улучшите и станете полезными. Конечно, если это не идет вразрез с вашими принципами или, как вариант, возможно, у вас нет ресурсов и возможностей. Тогда здесь другое дело. Преподобный Исаакий покровительствует тем, кто, как и он, занимается заступничеством. Делать маникюр и педикюр также сегодня нельзя, потому что именно 12 июня неблагоприятный день для бьюти-процедур.
по той же все же причине высокая опасность пораниться. И в этот день, друзья, 12 июня нельзя совершать никаких финансовых операций. Все пойдет в убыток. Под запрет попадают ложь и лицемерие. Также 12 июня, обращаем ваше внимание, рождаются целители, которые способны лечить укусы ядовитых змей. Вот такой у нас с вами, друзья, 12 июня по народным приметам. А ваше право эту информацию принять к сведению и использовать себе во благо.